покрылись по всем статьям. Вот и стало известно, когда Россия объявит войну Украине и начнет мобилизацию. Ой, погодите-ка, а разве война не идет 11-й год? А разве мобилизацию в Российской Федерации кто-то прекращал с сентября 2022? Конечно же, нет. Но Федерацию лжецов это, впрочем, не беспокоит. Ведь всегда можно наврать с 3 короба по новой. Кстати, ротации мобилизованных осенью 2022 года в ближайшее время не будет. А вот новая волна вполне. Причем захлестнет всех и каждого. О таких радужных перспективах отправки погибать на фронт за имперские алчные амбиции Путина россияне узнали от члена Комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенанта Виктора Соболева. В случае объявления России войны Украине в стране будет проведена полная мобилизация, которая исключает отсрочки от службы в армии для россиян, заявил он. Мобилизация в случае войны – это мобилизация. Никаких отсрочек тут быть не может. Иначе мы значительно уменьшим свой мобилизационный ресурс и воевать будет некому, сказал Соболев. По его словам, в ходе возможной полной мобилизации власти планируют отправить на фронт, в частности, новых граждан России из стран Центральной Азии, у которых, как правило, больше 3 детей. Но кого это волнует? Ведь в России норма 7-8, как считает Путин. Или рожай, или погибай. Подождите, вначале рожай, а потом все равно погибай. При этом Соболев подчеркнул, что в случае всеобщей мобилизации на бронь смогут рассчитывать работники военно-промышленного комплекса, конечно же, и те, кто обеспечивает продовольственную безопасность страны, то есть те, кто будут продолжать производить смертоносное оружие и кормить диктатора. На текущий момент полная мобилизация как будто бы не ожидается, а Минобороны РФ полностью выполняет план по численности российской армии в Украине, считает Соболев. А вот жены мобилизованных на кухнях ополовниками гремели таки зря. Ждать ротации мобилизованных осенью 2022 года все равно, что искать прошлогодний снег. Сейчас мы готовимся к серьезным наступательным действиям. Ведем их, как можно вдруг взять, заменить 300 тысяч обученных людей, обстрелянных на необученных. Это будет, с одной стороны, полный провал, а с другой, как это в обществе будет воспринято, сказал депутат. Действительно, безобразие какое. Тем временем Путин продолжает идти по стопам любимчиков, выискивая разнообразные способы пополнения своего кровавого войска. В регионах России начали вербовать этнических немцев в качестве добровольцев на войну в Украине, пишет The Telegraph. Согласно материалам Новосибирского областного российско-немецкого дома, молодых этнических немцев в России призывали записываться в добровольцы или заключать контракты с ЧВК. Организация также проводила саммиты и другие мероприятия в поддержку российского вторжения в Украину. Путин и Гитлер. Арифметические знаки доставьте сами.